Всем привет! Безумный год. В общем, у меня была идея сделать видео о том, как попасть в Аргентину и как заварить мате. Я расписал огромный сценарий с множеством всяких крутых вставок, там была анимация с войсовером. Кстати, можно посмотреть, что из этого вышло. Давайте представим в этом недалеком будущем 3 балдариков, у которых при себе есть колпак 3 штуки, 3 бутылки коньяка Кыргызстан, 3 упаковки курутов и самое главное кыргызский паспорт 3 штуки. И вот они имеют бешеное желание поехать в Аргентину. Круто, не правда ли? На самом деле я понял то, что аниматор из меня никудышный, и это вообще к этому душа не лежит, но я попробовал, как минимум я попробовал. Вообще там было очень много всего, всякого в сценарии, огромный сценарий. Я понял, что лучше начать с чего-то простого и просто рассказать какую-нибудь историю на камеру. Тогда, в общем, как попасть в Аргентину и как заварить маты. Поехали! Что такое мате? Мате – это аргентинский национальный чай. И аргентинцы пьют его повсеместно. Да, люди на другом конце света пьют тоже чай. И на другом конце света я имею в виду вот на этом. Вот они мы. И вон там Аргентина. Да, и аргентинцы, которые пьют там чай. На самом деле мате – это немножко другой чай, отличающийся от нашего традиционного чая. Во-первых, он отличается составом, во-вторых, он отличается приготовлением, в-третьих, отличается культурой распития. Для приготовления мате нам нужны следующие штуки. Колбаса. Традиционная кружечка для распития мате, которая сделана из тыковки. Вообще, la calabaza переводится как тыква. У меня есть еще другая кружечка, типа вот такая вот. Это сделано из бамбука, обтянуто замшем с надписью «La tercera es la vencida». Самый близкий аналог в русском языке – это, наверное, «Бог любит троицу». Или в английском «The third is a charm». Давайте заодно и испанский подтянем. Далее по списку у нас идет трубочка «La bombilla». Через эту трубочку распивается мате. Термос, el termo. Штука для хранения горячей воды. И важный момент. Un momento importante. Вода должна быть не кипятком, градусов 75-85, где-то так. Потому что при большей температуре напиток получится с неприятной горечью. И также вода еще должна быть фильтрованная. Я использую обычный фильтр, вот такой вот, как можно видеть сейчас на экранчике. Ну и сам чай, yerba mate, который я привез себе с Аргентины, Cruz de Malta, целую упаковку и пересыпал в баночку. Из баночки насыпаю в колбасочку. Я не искал этот чай у нас в Бишкеке, но судя по запросам в Гугле, он у нас есть в Wildberries и в чайном домике. Вот, но я не проверял. Способ приготовления. Нам нужна не сильно горячая вода. Пока водичка тут будет остывать, я расскажу про то, как попасть в Аргентину. Небольшая ремарка здесь. Я собрал то, о чем я говорю в видео, в виде выжимки, и ссылку на эту выжимку я оставлю в описании. Там коротко и ясно, пошагово описана инструкция, как получить визу, как я ее получал. А в этом видео я просто расскажу ту же историю, просто дополняя ее какими-то своими рассуждениями и эмоциями. Приятного просмотра. Виза в Аргентину. У меня кыргызский паспорт. Чтобы путешествовать, иногда приходится с этим паспортом решать какие-то проблемы, совершенно неоправданные и
тратить деньги тоже как-то не очень оправданно. Непонятно на что. И чтобы путешествовать в такие далекие края, как Аргентина, простому кыргызстанцу приходится прикладывать немножко больше усилий, да и вообще больше иметь желание чуть-чуть путешествовать. Но вот если ты, кыргызстанец, из будущего смотришь это видео, и вам там в будущем уже не нужна виза, то, наверное, у вас там все получилось. Молодцы! Ух. А пока можешь посмотреть, как это было, сколько всего надо было сделать. Короче, продолжаем. Первое, что нужно иметь, это бешеное желание вообще путешествовать туда. Можно погуглить, что там интересного в Аргентине есть, но для меня изначально перед полетом были 3 мотивирующие вещи. Это наши коллеги по работе, которые нас туда и пригласили, и которые нам помогли морально, финансово, и вообще с этим, и прошли вместе с нами весь этот путь получения визы. Вторая причина – это испанский язык. На самом деле они очень связаны. Как только я узнал, что я лечу в Аргентину, я начал учить испанский и влюбился в него. И путешествие в такую страну, где говорят как бы только по-испански, это очень круто. Я, кстати, начал учить испанский в Duolingo. Там с этого все началось, вся моя любовь. Недавно был год, как я учу уже испанский в Duolingo. Ну и третье, Трес, да, вот так, Трес, это я люблю путешествовать, я уже довольно заядлый путешественник на самом деле. Хотя, не знаю, все равно очень мало всего посетил. Хочется больше. Надеюсь, пандемия кончится, и я вновь возвращусь к путешествиям. И после поездки я могу еще добавить еще пару причин, почему стоит ехать в Аргентину. Первое – это водопады Игуазу. Это просто обалденные водопады. У них такой шикарный... Я не знаю, я когда увидел их вживую, хотя до этого я не гуглил, что это за водопады, я приехал в Аргентину, мы только там и решили, что мы поедем на Игуазу. Вот. Когда я увидел их вживую, это было просто такое захватывающее ощущение. Так, несмотря на то, что вот это хайповое туристическое место, там это все равно такой мощный энергетический природный заряд там получаешь. Просто вообще клевый. И помимо всего этого, и там еще очень крутая инфраструктура, очень удобно перемещаться от водопада к водопаду. И хочешь на поезде, хочешь пешком, там прогуляйся через весь этот национальный парк. В общем, очень круто. Это мой рекомендацион. Что посмотреть в Аргентине. Вторая причина – это Ля Кумбресита. Это такое место, куда я приехал, и я подумал, что я обратно вернулся в Кыргызстан. Там, на самом деле, такая маленькая деревушка, окруженная горами, очень похожими на наши. Я не знаю, почему-то, или я просто соскучился там, и поэтому у меня такое сопоставление было. Там классно все продумано, классные кафешки стоят с крутыми видами на горы и все дела. Кстати, там я вдохновился первый раз сделать видео про Аргентину, но так его и не выпустил. Можно посмотреть кусочек. Привет! Я уже в Аргентине нахожусь 2 месяца, и от меня ни одного видео не было. И это видео я бы хотел посвятить не совсем Аргентине, а тому, что произошло со мной конкретно в этом путешествии. Поэтому поехали! В тот момент, там другая проблема, про которую я, может быть, позже расскажу в этом видео. Или не расскажу. Наверное, не расскажу. Третья причина, номер 3, это люди, которых я там повстречал. Это просто миллион разных людей. Они все такие клевые, они говорят по-испански. Я пытался с ними практиковать ломаный испанский, кто говорил по-английски. Но на самом деле очень большое разнообразие культурное. Там люди почти со всей Латинской Америки, наверное, туда съехались, в Буэнос-Айрес и вообще в Аргентину, и тусят там. Это, я не знаю, я по ним скучаю немножко. Перейдем к визе. Визу для граждан СНГ выдает
посольство Аргентины, которое расположилось в Москве. Да, это единственное посольство, которое есть у нас на территории СНГ, которое отвечает за СНГ граждан. И интервью на получение визы происходит очно. Ну, то есть надо там присутствовать. Как минимум один раз слетать. Мы поступили так, то, что мы на интервью летали все вместе, тех, кого нас пригласили, нас было 3 человека, отстрелялись на интервью, потом вернулись обратно, а когда уже получать визу, я один слетал с 3 паспортами, и нам там проставили визы. Самый легкий способ получить визу – это попросить своих друзей аргентинских написать пригласительное письмо, чтобы Аргентина была уверена в том, что это люди из ниоткуда, а у них там есть знакомые, которые там готовы поручиться за этих ребят. И вот так же мы и поступили. Мы попросили наших аргентинских ребят написать пригласительное письмо, мол, мы такие-то, такие-то, приглашаем вот этих кыргызских ребят к нам потусить в туристических целях. Ну и письмо это на испанском языке, но это обычно отправляешь друзьям, они все там понимают, разрешают, хотя там довольно тоже сложное письмо, надо все это указывать, много деталей. Есть еще один вариант самому оформить визу, это без аргентинских друзей, это в этом случае нужно будет иметь бронь на весь период пребывания в отелях, или весь маршрут должен быть расписан и со всеми бронями, оплаченными бронями. Не проканает такое, что забронировал, подал документы на визу и отменил бронь. Нет, там ребята серьезные в посольстве, они всех обзванивают, всех проверяют. В общем, после того, как мы договорились с нашими аргентинскими ребятами, мы позвонили в посольство и уведомили их там типа: здравствуйте, мы такие граждане Кыргызской республики, хотим вот скоро полетим, совсем не скоро полетим. Наши друзья там готовят письмо, мы скоро вот с вами будем тесно контактировать, чтобы получить визу. Вообще мы поддерживали связь с посольством Аргентины в Москве на протяжении всего вот этого периода получения письма, ну, потому что этот процесс какой-то сложный, запутанный, и мы как можно больше деталей всегда уточняли, так ли это, потому что летать впустую как-то туда-сюда не хотелось. Потом, после того, как мы побеседовали с посольством Аргентины, попросили наших друзей там уже: давайте отправьте уже это пригласительное письмо, все, что все налажено, чтобы все были в курсе, связи наладились, коннект законнектился. В общем, совместными усилиями с аргентинскими ребятами, с посольством, со всеми, в общем, вместе мы собрались. Аргентинцы заверили это письмо в нотариусе и отправили его по электронной почте. Кстати, заверить вот это письмо в Аргентине стоило денежку нашим аргентинцам. Ну и вообще за то, что они такие клевые, нас пригласили, мы дополнительно с собой взяли еще коньячка, колпачков и курутов. С курутами это вообще отдельная тема. Это вообще must-have, когда куда-то в другую страну едешь. Курутов обязательно надо набрать и угостить местных жителей той страны, в которую ты едешь, этими курутами. И наблюдать все 5 стадий принятия неизбежного. Ну ничего, ребята во всем мире подсаживаются на курут кыргызский. И скоро все страны мира будут импортировать миллионами тонн курута. После того, как письмо было отправлено в посольство Аргентины, мы позвонили в посольство, сказали там: вот мы такие-то там наши друзья должны отправить, все ли вы получили. Они такие: да, мы все получили, и назначили нам дату собеседования. И к этому времени, к дате собеседования, нам необходимо было подготовить следующие документы. Сейчас я по списку пойду. Первое – это заполненная анкета заявления, том я такой-то, такой-то там хочу в Аргентину с такими-то целями лечу. И она должна быть на английском или на испанском языках. Мы заполняли на английском. Второе – это справка с работы, и в этой справке мы делали на английском языке. И в этой справке указано, что работа еще не против того, что мы уезжаем на такой-то, такой-то срок, типа в туристических целях. Третья – справка о состоянии банковского счета. Расчет такой банковского счета должен быть. На счету должно быть количество денег, хватающее на период пребывания в Аргентине. В интернетах пишут, что $50 на день. Но мы летели на 3 месяца, и как бы $50 в день
огромная сумма, поэтому мы сделали трюк, типа занимали денег, сделали справку и все. 4. Цветная копия всех страниц паспорта. 5. Оплаченная бронь авиабилетов на даты, которые должны совпадать с датами в пригласительном письме. И медицинская страховка должна быть на период пребывания. И вроде все. Мы собрали все эти документы и полетели дружно на собеседование в Москву. Дали все эти документы, поболтали с послом о наших друзьях, посол изучил наши еще документы, все вот эти, все паспорта посмотрел и поспрашивал про наши путешествия. И это собеседование происходило на английском языке, можно еще на испанском. Чисто теоретически можно на русском, потому что у них там есть персонал, разговаривающий на обоих языках. Потом нас отпустили, полетели обратно домой. Посольство собрало все эти документы и отправило в Аргентину. Вернемся к нашему мате. Водичка уже не кипяток, поэтому сейчас будем заваривать мате. Нам нужна колобаска и немножко заварки. А заварочки у нас должно быть... Я насыпаю вообще половину. Вот так вот. Очень мощный, крепкий чай получается. Не рекомендую его пить перед сном. Блин, сейчас закат. Ради видео, ради того, чтобы рассказать это все, как это все делается, и вновь почувствовать, каково это не спать ночь, лежать с открытыми глазами и думать: Аргентина. Надо залить слегка водичкой, чтобы водичка покрыла слегка заварку, и оставить на 2-3 минуты, чтобы заварка набухла. Потом уже начинать пить мате. Так, возвращаясь к документам. Документы уже в Аргентине. В Аргентине эти документы очень серьезно проверяют. Представители посольства, консулы называют людей. Они приходили к нашим друзьям на работу, спрашивали, что это за замечательные кыргызские балдарики там к нам летят. В общем, весь этот процесс у нас занял где-то 40 дней. Важный момент насчет билетов. Я забыл уточнить то, что дата прилета должна быть за, 45 дней до подачи документов на визу, потому что, возможно, есть вероятность не успеть. Проверка, вот эта вся суматоха с документами, она может очень долго затянуться. И на протяжении всего этого периода мы позванивали раз в 10 дней где-то в посольство, поддерживали связь, в общем, и узнавали, как дела. И в один день, когда мы позвонили, они говорят: да, Аргентина дала добро, приезжайте к нам, получайте ваши визы. И, в общем, я собрал вещи, мне назначили встречу, я взял паспорта все и уехал с этими паспортами далеко. В Москву, получил визы и уехал обратно. У нас есть организации, занимающиеся... Привет. Как дела? Вообще у нас есть организации, которые занимаются помощью в оформлении визы, например, Кыргызконцепт. У них вот на сайте есть информация о том, что они помогают с визами, но тем не менее, нужно все равно очное присутствие на интервью, то есть все равно летать придется. Билеты. Как долететь в Аргентину? Мы рассматривали несколько опций. Это Бишкек, Москва, Амстердам, Буэнос-Айрес, Бишкек, Стамбул, Мадрид, Буэнос-Айрес, Бишкек, Москва, что-то там, Буэнос-Айрес, Бишкек, Стамбул, что-то там, Буэнос-Айрес. В общем, вот эти 2 города, через которые вообще открывается путь в мир. И мы выбрали самый клевый, как по мне. Это Бишкек, Стамбул, Амстердам и Буэнос-Айрес. Мы полетели в Стамбул, там потусили пару дней, кальянчиками все закурили и кебабчиками заели. Такой как бы плавненький вылет из вот этой всей азиатской культуры. Ну, где мы потом тусили. Потом мы в аэропорт приехали, амстердамский, Схипхол. Там в самом Амстердаме затусить не получилось, потому что Шенген, здравствуйте, Шенген. Получилось затусить в амстердамском аэропорту. Там много всяких крутых штук, можно, в принципе, хорошо, комфортно провести время. И, в общем, мы после Амстердама полетели в Буэнос-Айрес, самый тяжелый, длинный перелет, часов 10 там в самолете сидеть. Повод посмотреть всякие сериальчики, которые вы откладывали на завтра. И завершаем это видео глоточком свежезаваренного мате. Расскажу про культурный феномен мате. Мате – это повод собраться с друзьями,
маты — это повод познакомиться с человеком. Так, со мной познакомились одна пара замечательная, Науэл, у которого имя пишется как Нау. Кстати, Науэл мне нарисовал аватарку для моего блога. Пока только по разработке, но, может быть, я добавлю еще каких-то личных вещей, типа продуктивность, self-management, что-нибудь такого. Я ссылку оставлю в описании. Я, кстати, еще там перевожу некоторые свои статьи на испанский язык. Это хорошая практика языка. Маты — это еще и бизнес. Все аргентинцы — любители маты. Короче, они все ходят с термосами. И когда горячая вода заканчивается, навстречу вам стоит чувак в парке с горячей водой и продает эту горячую воду. Пам! Бизнес, бизнес. Ну вот и все. Все, что я хотел, кажется, рассказал. Про маты, про Аргентину. Наконец-таки это видео вышло. Подписывайтесь, ставьте лайки. Что там еще говорят? Stay tuned. Пух. Адьос. На это все. Ставьте лайки, комментируйте, да. Такой сценарий, да. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si cada nada se tiene en pie, y este segundo se nos muere. Si la mirada dura el fulgor, atravesando tanto dolor, canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde aparece el sol alumbra, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde ocultó la sangre del mundo, donde agonizan el piano y se nos pudre la agua y el pan, canto versos del corazón y lo sé diciendo una canción. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada, sino cantar. Что-то у меня тут потрескалось уже. Вот это вот выковыривать потом всю эту заварку, сейчас я покажу, вот эту всю заварку, всегда проблема. Нравится мат? Да, Да. да. Конечно, нравится. Как иначе? Я что, похожа на человека, который может врать? Потому Ни что ему капельки. нравятся маты. Ни капельки. Ну, кажется, записал все. А мне еще надо записать, знаешь что? Тут это...